Меня зовут Сергей, и я работаю охранником в сетевом продуктовом магазине «Свежесть» на окраине нашего города. Знаете, когда люди слышат слово «охранник», они обычно представляют себе угрюмого человека в темной форме, который от безысходности и скуки целыми днями переминается с ноги на ногу у кассовой зоны или бездумно уставился в мониторы видеонаблюдения. Но для меня моя работа — это совсем другое. Мне она действительно искренне нравится, и каждый день я иду на смену с отличным настроением. Секрет прост. У нас в магазине собрался удивительно теплый, дружный и сплоченный коллектив. За несколько лет совместной работы эти люди стали для меня не просто коллегами по смене, а настоящими близкими друзьями. Мы вместе переживаем праздники и будни, делимся домашними обедами в нашей небольшой подсобке, подшучиваем друг над другом, всегда готовы подставить плечо и поддержать в любых жизненных ситуациях. Наш магазин давно превратился для меня в самый настоящий второй дом. Ведь здесь я провожу более 80% своего времени. Мой рабочий график таков, что собственная квартира давно стала похожа скорее на уютную гостиницу. Я прихожу туда ближе к 9 вечера, чтобы просто поужинать, помыться, поспать, переодеться и снова отправиться на смену. Каждое утро в нашем магазине начинается одинаково доброжелательно. Старший кассир Марина Власовна приносит свежие булочки из соседней кулинарии. Заведующий отделом товароведения Алексей рассказывает смешные истории. А молодой грузчик Димка ловко разгружает машины с товаром, напевая что-то веселое под нос. В такой искренней и светлой атмосфере даже самые тяжелые и суматошные рабочие смены пролетают совершенно незаметно. А однажды в нашем магазине появился питомец, который тоже стал нам родным. Назвали мы его «Дружок». Впервые я заметил его поздней осенью, когда на улице резко похолодало и пошел первый мокрый снег. Пес появился у наших автоматических стеклянных дверей ближе к вечеру. Это был беспородный песик средних размеров с гладкой шерстью приятного песочно-рыжего оттенка, с одним смешно подогнутым ушком и длинным пушистым хвостом, которым он несмело вилял каждый раз, когда кто-то проходил мимо. Мы все сразу к нему привязались и дали ему имя «Дружок». Имя прижилось за считанные минуты, будто пес с ним и родился. Каждый вечер он приходил к магазину и ждал возле двери, как на фото. Он привык к тому, что мы его кормим. Марина Власовна специально покупала для него качественные мясные обрезки или свежие сосиски. Димка выносил ему чистую воду в пластиковой миске, а я прикармливал его вкусными косточками и аппетитными лакомствами. Дружок всегда принимал наши угощения с огромной благодарностью, очень аккуратно и бережно беря еду прямо с рук и радостно виляя хвостом. Однако в магазин нам нельзя было его впускать, поскольку запретил директор. Наш руководитель Степан Петрович, человек строгого порядка и педант до мозга костей, сразу же жестко и безапелляционно озвучил правила. Торговля продуктами питания требует неукоснительного соблюдения санитарных норм и гигиены. Поэтому бродячим животным вход в торговый зал и даже в теплый входной тамбур категорически воспрещен. Попытки тихонько приоткрыть дверь и впустить дружка погреться хотя бы на пару минут тут же пресекались строгим выговором и угрозой штрафа. Он просто сидел перед дверями и терпеливо ждал. Пес словно все прекрасно понимал. Он аккуратно усаживался на холодном асфальте сбоку от раздвижных дверей, поджав лапки, и молча наблюдал через прозрачное стекло за движением людей внутри теплого, яркого и светлого магазина. За все время он ни разу не попытался прорваться внутрь без разрешения, не лаял на покупателей и не проявлял ни малейшей агрессии. Однако взгляд собаки всегда был очень грустным, и в нем читалась надежда, что кто-то захочет забрать ее к себе домой. Наблюдая за ним во время патрулирования кассовой зоны, у меня каждый раз сжималось сердце от щемящей тоски.
В его умных карих глазах четко читалась тихая, заветная собачья надежда на то, что в один прекрасный день из этих дверей выйдет человек, который наклонится, погладит его за ухом и скажет: «Ну что, дружище, пошли домой, ты теперь мой». Однако никто не хотел его забирать. И я тоже не мог, ведь слишком много времени проводил на работе, а псом необходимо гулять и уделять ему достаточно времени. Домой я прихожу после 8 вечера и занимаюсь своими делами. Думаю, вы понимаете. Моя жизнь была полностью подчинена рабочему графику. Я уходил ранним утром, а возвращался поздним вечером, когда сил оставалось только на бытовые мелочи, быстрый ужин и сон. А ведь собака — это огромная ответственность. Псу нужно уделять много внимания, регулярно выгуливать его утром и вечером по несколько часов, заниматься его воспитанием, играть с ним. Оставить активную и социальную собаку взаперти в пустой однокомнатной квартире на 14 часов в сутки было бы настоящим издевательством над животным. Любовь к животным заключается не в том, чтобы взять его из жалости и запереть в 4 стенах, а в том, чтобы обеспечить ему достойные условия. У остальных наших сотрудников тоже были свои веские причины. У внука Марины Власовны была тяжелая аллергия, у Димки — съемное жилье с жестким запретом на животных, а у остальных дома уже жили свои кошки и собаки. Потому долго не удавалось найти песику хозяина. Наступили зимние морозы, выпал глубокий снег. Мы обустроили для дружка импровизированную утепленную будку из плотных картонных коробок и старого пальто, чуть в стороне от входа, но сердце все равно болело за него каждый день. Поиски затягивались, и иногда казалось, что эта грустная собачья надежда так и останется неисполненной. Но все же нам улыбнулась удача. Наш поисковый марафон увенчался успехом самым неожиданным и чудесным образом. В наш магазин зашел мой знакомый, которому резко захотелось завести собаку. Его зовут Игорь, мы были знакомы с ним уже несколько лет. Вместе раньше занимались в одном спортивном зале, общались в общей компании и поддерживали отличные отношения. Я знал, что знакомый хороший человек, ведь мы с ним знакомы несколько лет. Игорь всегда отличался добротой, надежностью и любовью к животным. Он работал программистом из дома, жил в собственной просторной квартире неподалеку от магазина и в последнее время задумывался о том, чтобы изменить свой образ жизни. В тот день Игорь расплачивался на кассе за покупки и между делом поделился со мной, что засиделся в 4 стенах и мечтает о преданном друге, с которым можно было бы гулять по утрам и вечерам. Услышав это, я понял, что это наш главный шанс. Я тут же вывел Игоря на улицу и подвел к дружку. Пес, как обычно, сидел у входа. Игорь присел перед ним на корточки, а дружок осторожно принюхался и тихо положил свою тяжелую, рыжую голову прямо в его открытые ладони, глубоко и спокойно вздохнув. В этот момент между ними мгновенно возникла та самая невидимая нить искренней привязанности. Поняв, что это судьба, Игорь без колебаний решил забрать песика себе. Теперь у питомца есть теплый дом, где о нем заботятся. Прошло уже несколько месяцев, и дружок изменился до неузнаваемости. Из грустного бродяги он превратился в довольного, упитанного, веселого и любимого пса с блестящей шерстью. Игорь регулярно присылает мне фотографии с их долгих прогулок в парке, а по вечерам дружок сладко спит на своем мягком диванчике. Более того, иногда они вместе приходят к нашему магазину во время вечернего мациона. Наш питомец подходит к стеклянным дверям уже не с грустной надеждой, а с гордостью и радостью, виляя хвостом нам, своим старым друзьям. Я рад, что мне удалось помочь животному и заодно обрадовать приятеля. Добрые поступки совершать очень приятно и несложно, как некоторым кажется. Для этого не требуется совершать великие подвиги или тратить огромные деньги. Достаточно просто не пройти мимо и проявить чуточку сострадания. А самое лучшее, что добро всегда возвращается.
Атмосфера в нашем коллективе стала еще теплее, ведь мы все объединились ради одной доброй цели и увидели, как сбылась мечта нашего общего любимца.